Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня на обзорчике кафешка у дороги, в которой готовят целую свинью на вертеле. У нас уже была корова на вертеле. Я уж не знаю, получится у нас сегодня застать, чтобы целиком она крутилась. Но то, что часть от этой свиньи мы попробуем, это точно. Также здесь специализируются на, знаете ли, целиковых курочках. Ну и, короче, прочие хот-поты. Что мы выберем, пока не знаем, но свинью возьмем точно. Заказали мы свинью, ну а так как готовить ее достаточно долго, решили время даром не терять и под напиток, как говорится, что-нибудь съесть. В данном случае это у нас рыба качиавой, и здесь даже написано «1 день сушеная». Ну, то есть вы же понимаете, это то самое вонюченькое мясо, как здесь они вялят рыбу. Это совершенно разная вещь по отношению к тому, как у нас вялят рыбу. Потому что, ну, у нас как хорошенько там 3-4 дня просолил, ну, в зависимости от размера рыбы, потом вымочил ее, сменяя воду, и вот ты ее повесил, и она такая соленая, засохла. Здесь нет. Делается какая-то смесь, посыпается сверху рыбешка, часик-два она, может быть, максимум помариновалась во всем этом, и выкладывается это дело на солнце. Они схватываются, сушатся достаточно быстро, я говорю в частности про полосатиков, и, соответственно, приобретают специфический запах. Любая рыба, которую вы здесь будете заказывать как будто бы вяленая, это будет с таким достаточно интересным пикантным ароматом. Стоит она 109 тысяч, давайте попробуем. Ну а по менюшке что? По менюшке сейчас скажу. Ну, так как это вяленка, я ее так пробовать и буду. Здесь только хребет. На вкус-то лучше, чем на запах. Костян, а ты зачем такой нарядный? Потому что, Роман, поверь старшему товарищу, в жизни все должно быть красиво. Красота и снаружи, и внутри. А что может быть внутри? Что значит что? Внутрь тебя может поместиться красивая такая еда из доставки Foodband. Если хотите попробовать что-то красивое, а заодно сытное и нажористое, закажите. Побалуйте себя. Тем более с моим промокодом Костян25 вы хорошо сэкономите. Скидка будет на все заказы и на любые блюда. Хоть каждый день бери. Чем больше заказ, тем больше скидка. Foodband сами все приготовят и доставят круглосуточно по всей Москве, Алматы и кое-где еще. Теперь, например, довезут в Путилково и Новогорск. А весь список мест на экране. В меню Foodband много итальянской кухни. Пицца прямо из печи, самая разная. А есть и стильные сытные покеболы с лососем или креветками. И, конечно, роллы с морепродуктами. В сетах брать еще выгоднее. А еще в Foodband акая красота. Горячие блюда, вок, лапша, курочка, закуски. Кстати, вот пицца с пармской ветчиной и пармезаном. А вот и с грушей blue cheese. Думаю, самые красивые в меню. Как я. Кстати, для предпринимателей есть и франшиза Foodband. Помогут запустить доставку еды и в вашем городе. Ну а если просто хочешь поесть, лови скидку по промокоду Костян25 на все заказы. И приятного аппетита. Вы знаете, это что-то между среднее, сильно зажаренной и довольно сухой рыбой и такой пикантный вкус от вяленой. Я не знаю и не уверен, что эта штука зайдет всем, но вообще есть. Это, знаете, балычок подвяленный, вот я бы так это назвал, который у нас бы вызвал некоторые сомнения. Я в свое время, когда был на Байкале, и там продавался омуль. Ну, вот он примерно такого же запаха, и я отказался и не стал его брать. Там, к сожалению, вот продают омуля не по-нашему, как говорится, вкусно приятного. Вот он уже у них лежалый. Ну, вот это что-то типа того. Есть можно. А, еще вспоминается мне морской ёрш из Мурманска. Палтуса мурманского обожаю, морского ерша тоже. Но по вонючести, кто знает, тот знает. Роман, давай вяленую рыбку. Он тут все кочевряжился, как обычно, что, мол, так это ж пресноводная. Эта рыба, между прочим, не пресноводная. Она, скажем так, полусоленая. То есть она обитает
в местах, где реки впадают в море, и вот в полусоленой вот в этой воде. Вот у нее такой вот ареал обитания. Именно что кусочек моря, кусочек реки. И вот здесь вот она обитает. Довольно интересная рыбеха, как всегда, фотка где-нибудь вот здесь. У нее такой спинной длинный один шип, ее там и рыба-игла, и лаймовая рыба. В общем, миллион названий всяких разных. Ром, ты знаешь, на удивление, мне так понравилось. И вот Рома тоже грызет и как бы такой, да, ничего против вроде как не имеет, да? Держи, давай-ка еще раз пробуй. Я ожидал, что, знаете ли, ну как-то стрёмно будет, но нет. Чистится легко, реберных костей нет, только хребтинка. Ну и под закусь, как говорится. Ну да, вот по структуре мяса чувствуется, что речная, но никакой вонючести местной речной рыбы вообще нет, она вкусная. Я боялся, что будет перебор с глютаматом, как они любят, но и глютамат особо не чувствуется. Просто хорошая такая, немного сушеная рыба. Плотненькое мясо, да, и все такие дела. Ну что ж, давайте вот как нас и просили, рекомендовали с этим соусом. Ну и теперь с соусом. Ну, соус всю пикантность убивает. Это с тамариндом. Он хоть и вонюченький, но опять же на вкус приятный. Сладкий тамарин. Ром, пробуй. Кстати, да, почему и нет. Наоборот, это, знаете, шаг навстречу не закуски, а ну чему-то другому. Вот у тебя соус есть, все есть. Держи. Ну, такой кисло-сладкий джем. Ну да. К рыбе, мне кажется, не очень хорошо подходит, а вот к какому-то мясу типа говядины было бы вообще супер. А мне кажется, к рыбе очень даже неплохо подходит, потому что вот вспомни, например, лосося того же под маракуйей. Ну, у лосося совсем другой вкус, чем у этой рыбы. Ну вот, в целом сладкие такие соусы, на мой взгляд, к рыбе может быть даже очень и неплохо. Ну, учитывая, что это нечто среднее между действительно такой крутой сушенкой, за 109 тысяч, да вы знаете, неплохо взял, все попробовали и нормально. Ну, на запах одно дело, а на вкус очень даже ничего. У нас уже подъехала вторая порция блюда. Это заказывал я, а следующее заказывал Ромка. Давайте. Ребят, выражаю отдельную благодарность всем тем, кто уже поддерживает канал. Напомню, это можно сделать несколькими способами. Во-первых, разовый донат. Просто на то, на что вы хотите. Напишите в комментариях, и здесь этот комментарий появится. Второй момент – это подписаться на канал Boosty. Там ролики выходят без каких-либо интеграций, реклам и прочего. И можно смотреть без всяких ютубовских проблем, а просто подписавшись на Boosty. Подписка стоит от 150 рублей, и вы получаете весь контент, плюс небольшие, скажем так, неформатные вещи, которые я там тоже публикую, и ко всем предыдущим этим неформатным вещам вы тоже получаете сразу же доступ. Подписывайтесь. Плюс, естественно, Patreon, если у вас зарубежная карта. Спасибо вам, ребят. Это горячий у нас горшочек. Сейчас узнаем, что там у нас. Ага, тут такие соусы подъехали. С хлебушком. Смотри как. Обычно эту булку целую дают, а я думал, она горячая, нет? Окей. Да. Хорошо, понятно. Давайте смотреть, что там Ромка заказывал. Ром, признавайся, что это? Это уткины языки. А, это утиные языки. 5 специй. А, утиные языки 5 специй. Ну, вот это, ребят, экзотика. Экзотика, как она есть. Где еще, как говорится, попробуешь действительно утиные языки, ну и под 5 специями. А, вот они, бадьян, вот он черный перец, который еще зеленый. Это я даже не знаю пока что. Ну и, в общем, всякой травы чеснок навалено. Думаешь, чеснок? Нет, ну, может быть. чеснок. Может быть. Слушай, тогда богато чесночка-то. Ты посмотри, сколько, а? Хорошо. Утиные язычки. Ром, 149 они, по-моему, стоят, да? Горяченькие. И, ну, хлебушек, ладно, я и так сейчас пытаюсь похудеть, а то уже скоро в камеру, как Стивен Сигал, влезать не буду. Для начала просто так.
Там внутри косточка. Это я прекрасно знаю, мы их уже пробовали. Остренько, экзотично, интересное мясо на погрызть. Закуска. Некоторые косточки можно и прожевывать, но они не криминальные. Уже остроты много. Вот я когда доел уже первый язычок, остроты прям добро навалили. Ребят, здорово. Я никогда против остроты ничего не имел. Чеснок ли? Да, чеснок растушенный, приятный. По чесночку вообще молодцы. И главное, много. Классное блюдо. Вот действительно, туристам, приехав сюда, вот это рекомендую попробовать. Ну да, поковыряться чуть-чуть придется, ребят. Ну ладно, на то они и экзотичные утиные язычки. Но приготовлено классно, приготовлено вкусно. Вот эти вот косточки вот так снимается, там мясо с них снимается. И вообще есть что пожевать. И главное, остренько, приятно. Вообще кайф. Ром, отличное блюдо заказал, пробуй тоже. Давай. Пока что у нас удачно, знаете ли, пока ждем свинью, что язычки, что рыбка. Неплохо, неплохо. Ну и остроту, да. Ребят, не забывайте подписываться на телеграм-канал. Там тоже выходят такие, знаете, повседневные какие-то новости, что у нас здесь происходит. Например, сейчас в сезон дождей на нас налетел огромный ураган, и Рома шикарный видос подснял, как это все выглядит. Вообще красиво, здорово. Вот он, телеграм-канал. Плюс не забывайте о том, что я сейчас уже договорился с местными компаниями на самые низкие цены по многим вопросам. То есть вы прилетаете во Вьетнам, можете обращаться смело, опять же, в Телеграме, там все данные указаны. По поводу оплаты отелей, потому что у нас, к сожалению, сейчас это через интернет оплатить сложно. Затем аренда байков, аренда виллы, каких-то дополнительных сим-карты, короче говоря, экскурсии и все остальное прочее. Переходите в телегу, подписывайтесь, и там будет интересно. А ты, Ром, булочку тоже пока нет? Да мне кажется, она тут особо и не нужна. Ну, потому что они говорят, значит, типа язычок, булочка, вот с этим соусом, вот это все. По-моему, самодостаточная штука. А ты сгрыз с костями. Ага. Давай, хватай, ага, чтобы распробовать до конца. Я, в принципе, с Ромой согласен. Этот язычок и тоненькие косточки, ну, можно сгрызать. Потому что местные, я уверен, вот этой вот ерундой, которую я тут делал, не занимаются. Я уверен, что они просто так закинул и сгрыз, вот как Ромка это сделал. В целом, знаете, если эстетствуете, ну, можно вот так вот, мяско, а тоненькие, маленькие. У утки язык с костями, а у некоторых людей в комментариях язык без костей. Но их становится меньше, потому что они улетают в бан. Слушай, отличный вкус, сбалансированный. Есть и мясо, есть чем похрустеть. И острота приличная, но не супер выжигающая. И мне понравилось, я вот попробовал соусом из предыдущего блюда, и вот как раз этот соус тоже попробуй, очень подходит. Ну, я думаю, что в принципе да. Соусы здесь разные. Лайм, он скорее призван к тому, чтобы освежиться немножко, потому что вкус мощный, насыщенный. Ну, 5 специй многие знают. Именно что анисово, черно-перечно. Ты вот чесночка не попробовал. А вот я считаю, что чеснок здесь очень в тему и крайне кайфовый. Ром, давай, чесночку. Не, тушеный чеснок не люблю. Не любишь тушеный чеснок? Я люблю, Гоните его, насмехайтесь над ним. я люблю вкус, который он блюду дает, но сам именно чеснок, который уже растушился, я не люблю. Ха-ха-ха, вот ты даешь. Давайте попробую, как Ромка рекомендует, половинку с этим. Ну вот здесь приличная косточка в самом языке. Да, согласен, подходит. И с лаймовым. Вы знаете, это тот случай, когда мне понравился без всего.
мне понравилось с тамариндовым соусом и мне понравилось с лаймом. Это очень классное блюдо, которое заходит во всех вариантах. По поводу того же, как это выглядит, ну, потому что вот я сижу, ковыряюсь, руки тут испачкал, но я вам и показываю, потому что по-другому съесть это и у вас тоже не получится. Дай бог, все приедут сюда и смогут заказать это блюдо и попробовать. Кайфово, классно. 149 тысяч своих денег стоит. Ну, может быть, сколько мы с тобой 3 штуки съели, да? 4, 5, 6, 7, 8 здесь их было. Может быть, побольше бы стоило накидать. Но с другой стороны, у утки, к сожалению, 2 лапы, 2 крыла, но всего лишь 1 язык. А мы едем дальше. Хам, just like that, put, whole one. Полную, целую давай, целую давай, спасибо, sing come on. А вот она и свинья подъехала. Ой, какая красота. Ты посмотри. Как всегда, куча травы. Дополнительные другие соусы. Ага, ну и как обычно, перчатки и ножницы. И что интересно, вот здесь хорошо захрустели корочку. Вот здесь, вот смотрите, тоже. Вот она, приятная хрустящая. Здесь, ну хотя нет, тоже ничего, но выглядит недостаточно хрустко. Ром, смотри, приготовлено с любовью. Изначально, когда мы сюда пришли, у них, мы посмотрели в меню, в Google картах, у них, ну, это не сильно афишировано, но Роман молодец, обратил на это внимание, что у них есть целая свинья, значит, на вертеле. А потом, ровно так же, как корову, они ее нарезают, тебе нарубают и всякими кусочками. Ну, мы сначала было замахнулись на целую свинью, но она стоит 1 400 000 донгов. Я говорю, ребят, давайте-ка нам половину, и чтоб мы нормально уже поели на возможные нам бюджеты. И Ромка говорит, а чё ж они нам переднюю-то часть, мол, принесли, задняя часть с ножками, там, с хвостиком, со всеми делами лучше. И я такой подумал, а чё бы и нет, ну, с задней и так все мы знаем прекрасно, ну, будет вкусно, сочно. А здесь, может быть, мозги съедим сейчас. Посмотрим, короче говоря. Давайте, Ромка, бери крупный план и попытаемся нарезать сами. Опять же, они говорят, ребят, вам нарезать или нет? Я говорю, нет, мы справимся с этим сами. Я уши хочу. Я даже не знаю, как подступиться, если честно. О, слушайте, мягко и здорово. Давай-ка вот так и вот так. Что у нас тут со жбаном-то делается? Ромка, а ты говоришь, не надо жбан. Ты посмотри, насколько там мягкое мясо. Давай-ка вот так. Опа. А, так мозгов-то тут и нет. Или есть, или вот здесь. Да вон есть они. Где? Вот здесь. Нет, это косточка. А, значит нет. Не, мне кажется, это как раз черепная коробка, то есть мозги были вот здесь. Давай-ка сейчас посмотрим. Ну да, мозги были вот здесь, и их забрали. Жалко. Я думал, будет по-другому, но ничего. Ушко так ушко. Я первым делом шкурятку заценю. А теперь что же? Ножку. Давай, Роман, одну ногу тебе, другую, как говорится, и мне. Слушай, не, хорошо. Хрустящая нога, где там суставчик, вот так. Вы посмотрите. А? Каково? И вот такая хрустящая шкура.
почему я люблю сам нарезать? Ну, потому что у меня получаются, ну вот, например, как я Роману ногу отрезал, да, как бы это ни звучало, потому что я понятные куски для себя нарезаю. То есть вот я отрезал ножку, положил сюда, я отрезал, значит, вот кусок башки или там то, что впереди было, опять же, понятное для меня. Они бы это нарубили, измельчили все вот до такой степени, и ты бы не понимал, а что ты где ешь. Вот эта нога была бы разделена, Ром, ну, не совру, если скажу, что частей на 6-8. Понимаешь? Но они вообще сделали кусочки Ну где-то 2 на 3 сантиметра. Ага, вот, понимаешь, и черт тебя разберет, где ты чего будешь кушать. Поэтому, на мой взгляд, вот удобнее самому. Тем более, как видите, разделывается легко и без всяких проблем. Ну ладно, со шкурой, с мясом. Масло. Нежно, хрустяшно, жирненько. Ребята, огонь. Ром, вторая перчатка, что если не хочешь извозиться. Вы видите, как кусается? Красавчики. Отличный маринад. Это 5 специй. 5 специй, которые были в утиных языках. Они, знаете ли, ядреные прям такие. А здесь нежненько. Это у меня нижняя челюсть, да, вот. Извините за подробности, здесь вот зубы. Соответственно, давай-ка я вот это дело теперь догрызу до конца. Вот так. Кроме восхищения другого ощущения нет. Очень нежно. Очень вкусно. И самый главный баланс, который мне здесь нравится, между нежностью мяса и хрусткостью кожицы. Ну, это просто кайф. Можно и, как говорится, отдельно, вот так вот, знаешь, давай-ка, хоп, хоп, вырезал, и вот она тебе отдельные чипсинки. О, вот так. Ну, кайф. А что еще надо? Вот шкуру можно с соусом, который поднесли. Не знаю, что за соус. Ядреный, мощный, без особенной какой-то остроты. Ну, приятный. Хороший. Ну, тоже на тамариндовый похож, вот как был до этого, слегка сладковатый. Ну, у меня только в восторге, Ром. Я вот пока говорю, попробуй с соусом, который я специально попросил. Это из первого блюда соус. Давай попробуем. На мой взгляд, они похожи, ну... Да, согласен. Мне все-таки, чем дальше, тем больше похоже, что здесь маракуйя и тамаринд. Хотя могу ошибаться. Ухо классное, хрустящее. Это праздник живота, который ты заслужил, приедучи в отпуск. Ну что, Роман, ваше мнение? А я пока мяской разнообразию вкус. Но здесь у них прямо идеальный баланс получился и вкуса, и сочетание сочного нежного мяса с хрустящей корочкой, вот этой кожей. Что, кстати, здесь очень редко где можно найти. И вообще я не помню, что вот... Ух, Это блядь. жук прилетел, если что, Рому перебил. Сейчас я покажу. Давай, давай. Ну, тут летают такие, знаете, здоровые жуки, ага. Это этот, кокосовый, да? Мы его называем жук. Жук-пи! Потому что он прилетает, падает, ложится на спину и умирает. Да, вот редко можно встретить, и мне кажется, это вообще лучшая свинина, что нам готовили за все вообще выпуски. Вы знаете, да. Потому что нежнее. Ну, по специям, да, по-разному можно, но меня что восхищает прежде всего? Нежность мяса. Не передержано, не пересушено, достаточно жирно, то есть это и выбор свиньи еще хороший. А во-вторых, шкурка хрустящая, прекрасная чипсина. Ну, короче говоря, ну, красавчики, добавить нечего. Приезжая во Вьетнам, не забывайте смотреть, какие места именно ради чего посещать.
в закладочки себе раз видос положили, окей. И все, и ты приехал, и ты знаешь. А сюда я хочу съездить, вот эту свинью попробовать. А туда я хочу заехать, значит, там башню пива какую-то, значит, себе заказать. А в другое место, что мы там такое, знаете, да много этих видосов. Вот смотрите подряд, закладочки накидали, приехали сюда и вперед. Ну давай итог. Да что ж сказать, мне сегодня все очень понравилось. Начиная от язычков утиных, которые Ромка заказывал, вот этой необычной рыбой, которая один день на солнце, потом, значит, поджаренная там на гриле. Короче говоря, это было необычно, но тем не менее вкусно. Ну а что касаемо свиньи, ну, ребят, одни восхищения. Ради таких блюд вот стоит как раз заезжать. Ну нигде у нас ты такого не попробуешь. А что самое главное, тебя никто не обязывает заказывать целую свинью за 1 400 000. Пожалуйста, сейчас в чеке мы увидим, но я уверен, будет половина стоимости этой свиньи. Поэтому всегда можно со всеми договориться. Это мне здесь особенно нравится, потому что все для людей. Ну а с вами был Константин, для подписчиков Костян. Всем пока. Свинья – огонь. А еще в самом конце нас порадовали, когда принесли чек. Потому что свинья, да, действительно обошлась в 700 000, но на общий чек они предложили аж 30% скидку. Итого на все про все у нас с Ромой вместе с пивом, со всеми делами, со всеми блюдами 815 000. Я думаю, что с этой скидочки, когда принесут сдачу, можно полтинничек оставить и на чай. Пожалуйста. Обычно на чай здесь, ну, не принято оставлять, в принципе. Если вам понравилось обслуживание, то минимально это 20 000 донгов. Это стоимость кофе с утра. То есть официант пошел и кофе с утра на следующий день себе заказал, купил. А если понравилось прям хорошо, полтинник. Ну а если уж там что-то сверхъестественное, то и больше. Вас здесь никто, как говорится, не ограничивает. Но считается, сотка – это уже, знаете, хорошо. Больше этого не стоит. Ну да, он не просто так даже денег просит, он, соответственно, еще что-то и предлагает. Да, купить, а вот давай конфетки. Я сынишки возьму, как раз какие-то конфетки. Он говорит, 10-ку это стоит. Вот, 10. А, 20. Хорошо, давай 20. Вот, 20. Как-то вот так происходит. Помимо того, что послушали музычку, взяли еще и конфетку. Да что ж сказать, мне сегодня очень и классно все... Нет, очень и классно, это не тупизм. Да что ж сказать, мне всего